Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Jonathan. Друзья, я продолжаю делиться с вами всеми тонкостями изготовления деревянных бочек, и в сегодняшнем видео я расскажу и покажу вам, как сделать и установить днище на деревянную бочку. Вся разница в изготовлении днищ на маленькие и большие бочки заключается лишь в диаметре днища, количестве и ширине клепок и инструменте, который мы используем. То есть мы можем использовать маленький циркуль, либо же большой. В остальном процесс изготовления фактически ничем не отличается. Кстати, ширину клепок для изготовления днищ мы можем тоже взять из того же ГОСТа 87-77. В данной таблице мы видим, что для бочек объемом 5-8 литров ширина клепки днища составляет от 40 до 85 мм при минимальной толщине 12 мм. Но скажу вам честно, 12 мм днище получается очень тонкое и бочка довольно хрупкая. Я использую как минимум 14-15 мм. Для бочки же объемом 50 литров ширина клепок равна 50-165 мм. И толщина 19 мм. То есть при изготовлении днищ мы можем использовать не одну клепку, а несколько. Перед изготовлением днищ каждую клепку необходимо пропустить через рейсмус, добиваясь одинаковой толщины. Также нам нужно обработать на фуганке боковую грань каждой клепки. Стараясь сделать тут 90 градусов, для того, чтобы в последующем соединить клепки между собой, используя металлические или деревянные направляющие. Я использую металлические направляющие, сделанные из нержавеющего прутка диаметром 2 мм. Можно использовать и деревянные шканты, но там есть свои нюансы. При сверлении отверстий под шкант нам нужно соблюдать особую точность, так как уход в сторону хотя бы на миллиметр приводит к тому, что клепки стают несоосны между собой. То есть встают в вот таком положении. И привести их в одну плоскость довольно проблематично. При использовании металлических направляющих требования к точности сверления намного меньше. И на крайний случай можно подогнуть в любой момент направляющую, чтобы сделать соосными две клепки. То есть выровнять их в одной плоскости. Учитывая то, что я делаю направляющие из нержавеющей стали, штифты не ржавеют, никоим образом не влияют на вкус напитка, а днище получается довольно крепкое. Для того, чтобы изготовить днище на деревянную бочку, нам для начала нужно измерить диаметр этого днища. Измерить диаметр днища можно с помощью обычного циркуля. Мы знаем, что длина окружности у нас равна 6 радиусам. То есть выставляем примерный радиус на циркуле. На бочонке намечаем начальную точку, ставим в нее на дно уторного паза ножку циркуля и ровно через 6 шагов ножка циркуля должна четко попасть в начальную точку. Нам необходимо измерять до тех пор, пока мы не добьемся точного попадания ножки циркуля в начальную точку через 6 шагов. Только в этом случае диаметр днища у нас будет точным, днище без проблем встанет в остов деревянной бочки и бочка не будет протекать. Далее, измерив диаметр днища, можно приступать к изготовлению донного щита. Донный щит – это соединенные между собой клепки для изготовления днища. Ранее откалиброванные, как я уже сказал, на рейсмусе, с обработанной на фуганке боковой поверхностью, мы соединяем клепки для днища и обычным карандашом наносим места для соединительных штифтов.
После нанесения меток, используя обычный шуруповерт и сверло диаметром 2 мм, я сверлю отверстия под направляющие шифты. Просверлив отверстия под штифты, из металлического прутка нержавеющей стали диаметром 2 мм я делаю направляющие штифты примерно миллиметров 35 длиной. И устанавливаю их в клепки для днища. Просверлив отверстие и установив штифты на крайнюю клепку днища, нам необходимо нанести метки и просверлить отверстие в ответной клепке, то есть в следующей. Чтобы точно просверлить ответные отверстия, я просто следующую клепку придвигаю к первой, у которой уже установлены штифты, и немножко давлю. То есть создаю давление, таким образом нанося метки торчащими штифтами на второй клепке. Потом аналогично просверливаю отверстие в следующей клепке. И далее соединяю две клепки между собой. Соединив все клепки между собой, то есть полностью закончив изготовление донного щита, можно нанести контур будущего днища. Мы уже измерили диаметр днища, теперь, используя циркуль, просто наносим контур на донный щит. После нанесения контура можно выпилить днище, используя электрический лобзик. Или же использовать ленточную пилу для этих целей. Или на крайний случай выпилить днище, используя ручную лучковую пилу. В начале своей бондарной деятельности я использовал только ручной инструмент и выпиливал днище ручной лучковой пилой. После того, как мы вырезали днище необходимого диаметра, это днище на вот эту маленькую бочку, нам необходимо сделать фаску на этом днище с обеих сторон, причем под определенным углом. При вершине фаски у нас должна остаться полоска как минимум 2 мм толщиной. То есть при ширине уторного паза в 3 мм ширина нетронутая должна остаться как минимум 2 мм. При снятии фаски нам необходимо оставить посередине днища вот такую кромочку. Кромка шириной 2 мм.
Согласно нормативного документа именно ГОСТа 8777, угол при вершине фаски должен соответствовать значению 105 градусов. Данное значение мы можем получить только в том случае, если с одной стороны мы будем снимать фаску, используя фрезу с углом 30 градусов, с обратной стороны мы будем снимать фаску, используя фрезу 45 градусов. Для использования и изготовления в домашних, так скажем, мастерских, я считаю, что это довольно нецелесообразно. Получение такого угла в домашних условиях требует частой замены фрез, которые используем в фрезерных устройствах, или же наличие отдельных двух фрезерных столов. Но это актуально только при большом количестве изготавливаемых бочек. Допустим, я делаю бочек не так уж и много, это больше хобби, чем заработок. Поэтому я использую один фрезерный стол и одну фрезу. Фреза имеет угол 60 градусов. После снятия фаски с обеих сторон, угол при вершине фаски у меня остается 60 градусов. Да, это меньше, чем по ГОСТу, но это намного облегчает установку днища. Оно лучше, так скажем, вгрызается в древесину на дне уторного паза и таким образом обеспечивает герметичность. Можно использовать фрезу с углом 45 градусов. Многие подписчики пишут в комментариях, что фрезу с углом 60 градусов очень проблематично найти. Купите фрезу под 45 градусов и снимайте фаску под 45 градусов. В принципе, ничего страшного в этом нет, но есть один нюанс. При установке днища в уторный паз, чем больше угол при вершине фаски, тем хуже днище встает в уторный паз. То есть нужно будет сильнее набивать клепки на фаску деревянного днища. При ГОСТовском угле, который равен 105 градусов, нам нужно с большой силой набивать клепки, чтобы торец днища, эта фасочка, достала дна уторного паза. Я пробовал. Даже не под 105 градусов. Я делал обе фаски под 45. Ну, честно скажу, мне не понравилось. Я думаю, что угол 105 градусов был разработан с тем условием, что уторный паз имел форму не П-образную, скажем так, а форму треугольника. Для этого использовались вот такие фрезы. То есть в профиль у нас получается форма треугольника. Только в этом случае днище с фаской под углом 105 градусов у нас обеспечит полную герметичность. Ну, если честно, я помню еще из детских лет, что в нашей заготовительной конторе было много бочек, и с ними постоянно, так скажем, махались, они постоянно текли, и в основном по уторам. Я думаю, что это связано именно с формой уторного паза и с таким большим углом. Используя фаску под 60 градусов, я делаю уже третий год бочки. Бочки вообще не текут под днищем. Протеканий по торцам у меня не было. То есть бочки по торцам просто не текут. Были другие проблемы. Были протекания через клепку, через стыки между клепками в днище, через изъяны в самой древесине. Но протеканий по уторному пазу, то есть по торцам днища, не было. Таким образом, можно использовать фрезу под 45 градусов, снимать фаски с обеих сторон под 45 градусов, но это потребует дополнительных усилий при установке днища в остов бочки, то есть нужно будет сильнее набивать каждую клепку на фаску днища, чтобы вот этот торец достал до дна уторного паза и таким образом обеспечил герметичность деревянной бочки. Снять фаску на днище деревянной бочки можно также вручную. При изготовлении днищ своих первых деревянных бочек я использовал обычный струг и с помощью такого инструмента довольно благополучно снимал фаски на торцах днищ деревянных бочек. Это, конечно, касается днищ на бочке
довольно большого объема. 20, 30 и 50 литров. Друзья, ну и настало время установить вырезанное днище в остов деревянной бочки. Для того, чтобы установить днище в остов бочки, нам нужно снять уторный обруч и ослабить или снять пуковый. Для начала нужно совместить фаску деревянного днища с уторным пазом с одной стороны. Потом потихоньку, нанеся легкие удары молотка на противоположную сторону, я устанавливаю днище до конца. Установив днище, надеваем обратно сначала пуковый обруч, потом уторный. Вставив днище, нам необходимо легонько набить каждую клепку на фаску деревянного днища. И вновь добиваем обручи. Проверить герметичность установленного днища, конечно, с одной стороны, можно очень простым способом. Для этого нужно посмотреть на источник света, и у нас в днище должна быть абсолютная темнота. То есть это и значит, что днище герметично вставлено и бочка не будет протекать. После установки одного днища аналогично мы изготавливаем и устанавливаем второе днище. После установки днищ в деревянную бочку можно приступать к измерению диаметра чистовых обручей, изготовления обручей и окончательной сборки деревянного бочонка. О том, как измерить, из какого материала и как сделать металлический обруч, я расскажу вам в следующем видео. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!